Он был богат, влиятелен и одинок. Его имя ассоциировалось с успехом, а его лицо — с заголовками деловых журналов. Но за каждым снимком, за каждым миллионом стоял человек, который каждую ночь возвращался в пустой дом. В тот вечер, как и тысячи раз до этого, он собирался отпраздновать очередную победу в одиночестве, не подозревая, что будет вынужден взглянуть в лицо прошлому и изменить все. Ресторан «Белая гортензия» в центре Харборвилля был утопающим в роскоши оазисом для тех, кто мог себе позволить забыть об остальном мире. Интерьер из мрамора и стекла, изысканная музыка вживую, зеркальные стены, создающие ощущение бесконечного пространства. Сюда не заходили случайные. Здесь не было шума, только мягкое позвякивание бокалов и приглушенные голоса, уверенные в своем праве быть услышанными. Ричард Ханнингтон, основатель Neuronex Systems, занял привычное место у окна. На нем был безупречный костюм, его часы стоили больше, чем чей-то дом. Он был уверен, хладнокровен, сдержан. Все, чему его учили годы среди хищников корпоративного мира. Он только что заключил сделку на $3,5 миллиарда. В его телефоне светились строки, подтверждающие его абсолютный контроль над тем, что он называл своей реальностью. Он должен был ощущать эйфорию. Но внутри все то же чувство пустоты, как дыра, которую не заполнят ни деньги, ни власть, ни редкое вино. Он наблюдал, как пылает жидкость в бокале, напоминая кровь под светом свечей, и не заметил сразу движения за стеклом. Он подумал, что это отражение. Но нет, это был ребенок. Мальчик, босой, в грязной одежде, с лицом, в котором слились детская худоба и неуместная для его возраста настороженность. Он стоял и смотрел. Не на Ричарда, не на прохожих, а на еду, на остатки дорогого стейка и соуса, капающего с края тарелки. Это был не взгляд попрошайки. Это был взгляд бойца, который уже слишком много потерял. Ричард вспомнил, как когда-то сам спал в заброшенном фургоне за городской чертой, после того, как мать умерла, а отец исчез. Он помнил, как прятался от холодного ветра в вентиляционных шахтах торгового центра. Единственной, кто вытащил его оттуда, была старая медсестра по имени Дороти, у которой была сила и доброта, способные согреть не только тело, но и душу. Он ушел от нее, когда начал подниматься, пообещав вернуться, но не вернулся никогда. Когда он увидел, как мальчик бережно складывает остатки еды в пластиковый контейнер, он не смог отвести взгляд. В его движениях была тревожная деликатность, словно каждая крошка была на вес золота. Ребенок не просил ничего лишнего, не ждал жалости. Он просто исчез, как тень, растворившись в улицах Харборвилля. Ричард не знал, почему он вышел за ним. Он просто встал, оставил на столе деньги, не считая, и пошел. Его дорогие туфли цокали по тротуару, каждый шаг звучал глупо громко в вечерней тишине. Он свернул в переулок, куда исчез мальчик. Место воняло мусором и отчаянием. Здесь даже кошки избегали спать. В глубине, под единственным фонарем, он увидел знакомую фигуру. Мальчик стоял на коленях перед маленьким телом. Это был еще один ребенок, еще младше, едва живой. Он лежал на картонке, как на смертном ложе, а мальчик пытался его разбудить, говоря тихо, осторожно, словно боялся, что голос может причинить боль. Ричард опустился рядом, не обращая внимания на то, как костюм впитывает влагу и грязь. Он чувствовал, как в груди сжимается что-то давно забытое. Он смотрел, как ребенок прижимает к себе брата, как сжимает в руке медальон, словно это все, что у него осталось. И вдруг знакомое лицо. На выцветшем фото внутри медальона была та самая Дороти, его спасительница. И теперь ее внуки умирают на улице.
Он вызвал скорую, но его голос дрожал, будто это он был в опасности. Он ждал с ними. Он держал руку мальчика, Ника, пока врачи боролись за жизнь его младшего брата, Саймона. Он не ушел. Он остался. Впервые за многие годы. С того вечера началась новая жизнь. Не только для Ника и Саймона, но и для Ричарда. Он отменил все, перенес все встречи, отказался от поездок. Он купил все необходимое, нанял врачей, снял палату в частной клинике. Но понимал, дело не в деньгах. Он видел, как Ник сидит у брата, как не спит ночами, как не доверяет даже врачам. Он слишком много потерял, чтобы верить взрослым. Постепенно Ричард узнал всю их историю. После смерти бабушки отец пытался держаться, но наркотики и нищета сделали свое. Ник научился прятаться, искать еду, избегать служб опеки. Он был ребенком, который научился выживать лучше многих взрослых. Ричард не мог от этого отстраниться. Он привез их в свой дом, светлый особняк в пригороде, окруженный садом. Мальчики сначала не верили в происходящее. Ник трогал мебель, как будто это был сон. Саймон, оправившись, бегал по газонам, пытаясь поймать светлячков. Но Ричард понимал, одного дома мало. Он начал посещать отца мальчиков, Артура, в центре реабилитации. Тот был изможден, сломлен, но искренне хотел вернуться. Ричард видел, как он борется. Он не доверял сразу, но продолжал приходить. Давал шанс. Когда через 2 месяца Артур впервые увидел сыновей, младший бросился к нему. А старший долго стоял, прежде чем подойти. Но все же подошел. И этого было достаточно. Прошел год. Ричард стал опекуном. Артур, трезвый, работал автомехаником, навещал сыновей. Дом наполнился жизнью. Ник учился, рисовал, его работы висели на стенах гостиной. Саймон смеялся. Ричард, некогда окруженный тишиной и отчуждением, теперь слышал детский смех и чувствовал, что снова живет. Он создал фонд в честь Дороти. Люди в городе начали меняться. Ресторан, некогда символ отстраненной элиты, стал местом сбора пожертвований. Волонтеры носили еду в приюты. Приют, где Ричард сам когда-то жил, был перестроен. Просторный, теплый, с библиотекой и мастерскими. И однажды, на закате, сидя в саду, он смотрел, как Саймон гоняется за стрекозой, а Ник рисует небо. Ричард знал, что все не случайно, что прошлое не забывается, оно возвращается, чтобы исправиться. Он не был больше просто богачом. Он стал тем, кем мечтал быть тогда, когда был потерянным мальчиком в переулке. И больше он не собирался отворачиваться. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.